Всем привет! Для вас видео без лишних слов, в котором мы будем исправлять скрученные ногти. А еще я покажу свою фатальную ошибку, которая заставила переделывать эти ногти. Также увидишь неприятный сюрприз под гелем. А еще в конце я покажу хитрость с маслом для кутикулы. И из вот этого вот мне нужно сделать красивый арочный квадрат. Начнем. Первое, к чему мы приступаем, это снятие старого материала. Если выбирать между твердосплавными и керамическими насадками, я отдам свое предпочтение именно керамике. С ней ноготь также нагревается, но это происходит не так быстро и не так сильно. Абразив самый грубый, насадка с черной насечкой. На первый взгляд все отлично. Нет ни отслоек, никаких скрученных ногтей, но это только на первый взгляд. Сегодня я покажу, почему покрытие даже без отслоек желательно снимать практически полностью. Ну и пока я попусту болтала, добралась до самого показательного ногтя. И первое, что бросается в глаза, это в бок растущий ноготь. Визуально проведя прямую, продолжая центральную ось пальца, отчетливо видно, что ноготь просто уехал в бок. Но это не единственная его проблема. Сразу избавляюсь от ненужной длины. Клиентка попросила ей вернуть ту длину ногтей, которая была месяц назад. То есть спиливаю длину настолько, насколько отрос ноготь от кутикулы. Хотя нет, немножко меньше, ведь мы еще будем корректировать форму ногтя, где длина еще немножко уйдет. Поэтому, убирая длину, не забывайте про этот нюанс. На первый взгляд кажется, что здесь только одна небольшая отслойка, которая пошла от правого синуса. И нам всего лишь стоит ее убрать и переходить к следующему этапу и делать покрытие. Но если убрать толщину материала еще чуть-чуть, а потом еще присмотреться, можно увидеть небольшое побеление. Сейчас я указываю на это стрелочкой. Мне нужно убедиться, что с ногтем все в порядке, поэтому я еще убираю толщину материала и все ближе и ближе приближаюсь к натуральному ногтю, поэтому и работать необходимо с меньшим нажимом, чтобы не перепилить натуральный ноготь. Как я и предполагала, это светлое пятнышко было не просто так. Скорее всего, ноготь отрос, зона стресса сместилась, клиентка ударилась, и в этом месте появилась отслойка. И вот такие вот скрытые отслойки могут привести к неприятным сюрпризам. И, кстати, вот такие подгельные кармашки были на 4 ногтях из 10. Далее беру одноразовый маникюрный набор. Здесь есть все, кроме ножничек. Добавьте к своей цене всего лишь 15 гривен, и ногти ваших клиентов будут в безопасности. Не жалейте на здоровье. После вскрытия упаковки шлифуем ноготь. Хочу обратить внимание, что в этом процессе не стоит тратить время на придание формы ногтям и подгонять ногти под одну длину. Ведь еще предстоит выкладка геля, и повторный опил нам ни к чему. Пилочкой я лишь зашлифовываю торец и нижние параллели. Бафиком потрошу чешуйки ногтя, чтобы материал плотно вцепился в ноготь. Дальше тщательно убираю пыль, чтобы она не мешала мне работать с кутикулой. Затем беру хорошо заточенную апельсиновую палочку из набора и отклеиваю кутикулу от ногтя. Также один бесполезный процесс, который забирает время, это сошкрябывание птеригия, будь то апельсиновой палочкой, либо пушером. Это занятие бесполезное. Намного быстрее и эффективнее с этой задачей поможет справиться фреза. Вот к ней и переходим. Здесь кутикула сухая и тонкая, поэтому насадка у меня с красной насечкой. Аппарат включаю приблизительно на 12 тысяч оборотов.
Вначале работаю на форварде, от правого синуса двигаясь влево. Нижняя часть насадки едва касается ногтя и плавно убирает птеригий. А верхняя часть насадки зашлифовывает внутреннюю часть кутикулы. Главное работать без давления, чтобы не перепилить ноготь, либо не перетереть кожу. Чтобы маникюр получился чистым, нужно видеть, с чем работаешь. Поэтому обязательно оттягиваем кожу и заглядываем в синусы, во все карманы, чтобы не пропустить ни одного ненужного кусочка. Так, на форварде обрабатываю сразу 5 пальчиков. После переключаю в режим реверса. Насадку веду все теми же короткими шажками, но уже от левого синуса к правому боковому валику. Не переключая режим аппарата, веду справа к левому синусу, разворачивая кутикулу, либо просто подталкиваю ее вверх. Так я ее разворачиваю, и сделать срез кутикулы будет намного проще. Когда юбочка сухой ненужной кожи поднята на всех пальчиках, можно ее и срезать. Сейчас я работаю твизерами фирмы Stalex. На вид они необычны, но работать с ними довольно удобно. Здесь нет колец, в которых нужно тыкать пальцами. Есть ручки, на которые нужно нажимать, как на пинцет. Так как ногти здесь и так пересушенные, дегидрат нужно использовать щадящий. Это касается и праймера. Кислотный праймер на пересушенные ногти наносить нельзя, ведь они будут скручиваться еще больше. Поэтому я беру Ultra Bond, бескислотный праймер. Наношу на все ногти. Переходим к базе. В подборке базы также необходимо учитывать кислотность. Взять нужно менее кислотную. Для пересушенных ногтей желательно использовать жесткую базу, не каучуковую. Но не в этом случае, ведь у кутикулы ноготь все же мягкий, и база требуется гибкая. Оставляю по мазку на каждом ногте и, взяв удобную кисть, начинаю втирать материал в ноготь. Именно втирать.
Исправлять покрученность и достраивать углы, естественно, будем полигелем. Я использую Kira Nails. Это один из моих фаворитов. На кончик ногтя выдавливаю небольшую горошину. Кисть для полигеля смачиваю в спецжидкости. Промакиваю салфетку, убирая излишки влаги. Расплющиваю горошину. Это нужно сделать так, чтобы объемная часть материала ушла в сторону, где не хватает угла ногтя. В остальных местах сглаживаем таким образом, чтобы переход полигель к натуральному ногтю был минимальный. Здесь нет никаких суперинструкций, просто нужно сделать визуально ровный ноготь. Сгладив переход, начинаем лепить материалом в том месте, где не хватало ногтя. В этом процессе нет ничего сложного. Главное вовремя смачивать кисть, чтобы материал не прилипал, а также работать без давления. Движения должны быть плавными, как будто гладим ноготь или слегка притаптываем. Абсолютно без давления. Представьте, что вы работаете супер мягким пластилином. После просушки, убрав липкость, необходимо скорректировать то, что мы налепили. Естественно, это делаем пилочкой. Ставим пилочку ровно, параллельно боковой параллели, простите за тавтологию, и выравниваем бок с одной и с другой стороны. А вот теперь переходим к опилу торца. Необходимо скорректировать форму и уравнять все ногти под одну длину. Конечно, если глянуть с торца, то ощущение, что мы налепили ужас ужасный, но это исправимо. Сначала кладем пилочку на ноготь и выравниваем нижние параллели до одного уровня, а затем каждую нижнюю параллель необходимо просто выровнять. Теперь необходимо произвести поверхностный опил, чтобы исправить этот ужасный ужас на торце ногтя. Это все так же легко. Движения пилочки должны быть дугообразные, от одного угла ногтя к другому, чтобы, глядя на торец ногтя, верхняя часть ногтя была по форме дуги. А под ногтем дугу исправим, производя опил фрезой. Немножко позже. Опять же проверяем, чтобы нижние параллели были на одном уровне, просто кладем ноготь на пилочку. И когда все четенько, переходим к следующему процессу. После поверхностного опила пилка могла съесть базу в некоторых местах, и чтобы не было отслоек, ноготь желательно снова покрыть тонким слоем базы. И подходим к тому моменту, где я совершила колоссальную ошибку. Я делаю мокрую подложку из камуфлирующей. Втираю в ноготь тонким слоем. Добавляю капельку побольше. Аккуратно подталкиваю ее к кутикуле и совсем чуть-чуть материала стягиваем к кончику ногтя. Поверну руку, чтобы гель растекся как надо, и отправляю сушиться в лампу. И ведь я знаю, как надо, а почему сделала так, не понимаю. Значит, я беру гель-лак фирмы Beauty Lux, неоново-желтый. Кстати, это одни из тех цветов, которые очень капризны, и, грубо говоря, уложить их в один плотный слой тяжело. Или тяжело найти гель-лак, который это сделает идеально. Ну и начинаю покрывать. Покрываю в один тонкий слой, смотрю, гель-лак в принципе не полосит, и думаю, яркости добавлю вторым слоем. Тонкой кистью аккуратненько завожу гель-лак под кутикулу, все четко прокрашиваю. Делаю это на 8 или нет, подождите, на 6 пальцах. Отправляю сушиться в лампу. Ну и эта просушка подписала мне приговор. Для выбранного дизайна капаю себе капельку гель-лака, беру тонкую кисть-лайнер и провожу линию в центре ногтя. И уже понимаю, что мне не нравится. Это не то, что я планировала. Осознаю, что на ногти я нанесла не белую и даже не молочную камуфлирующую базу. И что второй слой гель-лака яркости и сочности мне не даст. Линии, естественно, высушить я не успела, и я их стираю. И рисую такую же линию, но уже белой гель-краской. Эта линия будет как подмалевок основа, и сейчас вы увидите разницу. Просушиваем линии в лампе, а теперь поверх перекрываем неоновым гель-лаком. Разницу видно моментально.
И предыдущие ногти, где белой основы не было, где ногти уже высушены и готовы к покрытию топом, мне не то что не нравится, меня просто раздражает. И я поняла, что придется все переделывать. В принципе, клиентке нравилось и так, но я-то понимаю, что если делать, то делать только хорошо. Поэтому я уже без камеры, чтобы и так не затягивать время, спиливаю цвет со всех ногтей. Здесь по краям видно остатки спиленного гель-лака, проделанной бесполезной работы. После опила пришлось снова покрывать ногти базой, чтобы выровнять ноготь, ведь в некоторых местах все же были неровности. И уже после все спиленные ногти теперь покрываю белым цветом. Сушу в лампе. Ну а теперь смотрите, насколько ярко, без проплешин и сочно ложится этот цвет на белую основу. Достаточно лишь одного слоя. И представьте, какую ошибку я совершила. Потратила целый час, пришлось переделывать, спиливать. А ведь все было легко, и я это знала. Ну, бывают и такие дни. Закончив с основным покрытием, переходим к дизайну. С помощью черной гель-краски я рисую популярный в этом году звериный принт из семейства кошачьих. А потом все ногти я покрыла топом. Но ведь еще нужно исправить это безобразие в торце ногтя. Для этого я беру твердосплавную конусовидную насадку с зеленой насечкой. Чтобы сделать по красоте, смотрю на торец ногтя и насадкой выравниваю этот самый торец. Не спешите сразу поворачивать ручку и выпиливать под ногтями. Вначале выровняйте арку, а затем поворачиваем ручку и допиливаем все, что необходимо. И небольшое дополнение. Если вы не уверенно выпиливаете под ногтями материал, то делайте это перед цветным покрытием. Ведь часто у мастеров соскакивает насадка и бьет по ногтю, стирая при этом глянцевое покрытие. Ну и смотрим на то, что получилось. Хотя это еще не финал. В торце ногти с красивой одинаковой аркой. Они не плоские, имеют четкие ровные углы, боковые и нижние параллели. Осталось совсем немного. Необходимо красиво упаковать ногти, поэтому счищаю пыль. Покажу одну хитрость с маслом для кутикулы. Беру ватный диск и масло. На ватный диск капаю пару капель. Кстати, это самое любимое масло моих клиентов. Оно пахнет божественно. А теперь смоченным ватным диском протираем всю кожу вокруг ногтей. Так кожа будет не жирная, но в то же время увлажнена. А еще в этот момент мы можем избавиться от пылинок, которые все же где-то забились. Ну и вуаля! То, что у нас получилось в итоге. Ровные, четкие, прямые ногти, никаких заворотов, классный дизайн. А самое главное, я спокойна и мне нравится. Если бы я ногти не переделала и отпустила с тем ужасом, я бы себя долго корила. Напишите в комментариях, а как бы вы поступили на моем месте? Переделывали или все же оставили так? Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, лайки, дизлайки тоже можете поставить. А если нажмешь на колокольчик, не пропустишь мое следующее видео. Пока-пока!